Здравствуйте, друзья! Как масоны Америку захватили. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Члены масонских лож принимали в американской революции самое деятельное участие. Почти весь командующий состав американской армии, начиная с главнокомандующего и кончая низшими офицерскими чинами, принадлежал к числу масонов. Масонами были также почти все выдающиеся политики этого времени: Джеймс Отис, Самуэль Адаме, Джозеф Уоррен, Джон Маршалл и другие, равно как и большинство народных представителей, подписавшихся под Декларацией независимости в 1776 году и под Союзной Конституцией 1787 года. Современные американские масоны с гордостью вспоминают, что во время знаменитых событий с Бостонской партией чая, ноябрь 1773 года, помещение ложи Святого Андрея в таверне «Зеленого дракона» играло роль гнезда, в котором высиживались патриотические заговоры, и что именно оттуда получили свои индейские костюмы большинство расправлявшихся с чаем сынов свободы. В книге протоколов ложи за этот день стоит лаконичная надпись: «Братья отдали свое время получателям чая», а на полях несколько раз написана заглавная буква «Т» – «Чай». Британские власти хорошо различали патриотические и верные Англии ложи. Во время британской оккупации Филадельфии сентябрь 1777 года, июль 1778 года помещение ложи номер 2, члены которой отличались своим патриотизмом, было разгромлено солдатами, и вся принадлежащая ей утварь, одежды и книги похищены, тогда как ложи 3 и 4 продолжали спокойно собираться, и многие офицеры британской армии были приняты в их состав. Первым случаем официального манифестирования старым масонством своих патриотических чувств была процессия, организованная в 1778 году Великой Пенсильванской ложей по случаю приезда в Филадельфию Вашингтона. Она была приноровлена к ежегодному масонскому празднику 27 декабря, День апостола Иоанна. Но по случаю воскресения, ввиду отсутствия в этот день свободных церквей, перенесена на следующий день. Со времени освящения в 1755 году масонского дома это было первое в Филадельфии публичное шествие масонов. К Вашингтону заблаговременно явилась депутация от пенсильванских лож, вручившая ему приветственный адрес и приглашение принять участие в процессии. Его превосходительство, докладывали затем депутаты в Великой Ложе, изволил выразить свою признательность и ответил полным согласием. Летом следующего года, в день Иоанна Крестителя, 24 июня, состоялось второе масонское торжество с участием Вашингтона. На этот раз уже при самой армии, стоявшей лагерем в штате Нью-Джерси. Организатором праздника была военная ложа Коннектикутской линии – Американский союз. Но участие приняли в нем и другие ложи. По окончании торжества, рассказывает современный отчет, его превосходительство брат Вашингтон в сопровождении секретаря и надзирателей ложи прошел через толпу братьев к реке и спустился в свой катер при звуках музыки, игравшей «Боже, храни Америку». Когда катер отчалил, с берега раздалось троекратное «Ура», на которое ответило троекратное «Ура» с катера. Музыка играла гренадерский марш. По мере того, как с успехами американского оружия Вашингтон все более становился в глазах американских патриотов центральной фигурой, он привлекал к себе внимание и американских масонов. С 1779 года на всех масонских банкетах вошло в обычай провозглашать тост за генерала Вашингтона. Многие ложи посылали ему приветственные адреса, выбирали его своим почетным членом, вновь возникающие ложи принимали его имя. Целый ряд масонских церемоний был организован в 1800 году по случаю смерти Вашингтона. Недовольствуясь официальным участием масонских лож в общегородской траурной церемонии, организованной в Филадельфии 26 декабря 1799 года в силу постановления Союзного конгресса, пенсильванские масоны организовали в память Вашингтона и собственные собрания и процессии.
1 января 1800 года в зале, увешанной черными материями, около катафалка с масонскими и военными гербами Вашингтона, состоялось траурное заседание французской ложи. Зала была полна, рассказывается в современном отчете. Несколько минут царило торжественное молчание, а потом почтенный мастер воскликнул с востока: «Умер брат Вашингтон! Умер славный брат Вашингтон!» Отвечали ему с юга и запада. Затем начались речи, прерывавшиеся рыданиями ораторов и слушателей. Весь день помещение ложи было открыто для посторонних посетителей, а по просьбе многих уважаемых граждан открывалось еще и в субботу 4 января от 10 до 4 часов дня. 24 февраля в Филадельфии состоялась общественная траурная процессия с участием 11 пенсильванских лож. В процессии несли гроб, покрытый черным сукном, потушенные светильники и все принадлежности масонских лож, обвернутые крепом. 11 февраля подобные же церемонии состоялись в Бостоне. Реликвии Вашингтона до сих пор хранятся в различных ложах Америки. В Массачусетской Великой Ложе в особой золотой шкатулке хранится локон его волос. Фредериксбургская ложа как святыню хранит у себя Библию, на которой присягал в 1752 году Вашингтон при своем вступлении в масонство. Объединение великих американских лож не состоялось, но быстро завершился другой процесс – образование во всех штатах собственных великих лож и прекращение зависимости американского масонства от Англии. В 1782 году в штате Нью-Йорк, находившемся до войны в ведении Великой Ложи Новых, организовалась независимая Великая Ложа в составе 9 частных лож – одной ирландской, одной шотландской и 7 английских старых. В 1786 году провинциальная Великая Ложа Пенсильвания приняла звание почтеннейшей Великой Ложи франкмасонов Пенсильвании и всей относящейся к ее юрисдикции масонской территории. Борьба двух американских масонских лож после войны постепенно улеглась. В большинстве штатов новое масонство исчезало. В некоторых, как, например, в Массачусетсе, в 1792 году оба масонства мирно сливались в одну организацию. Рост и развитие американского масонства были резко остановлены в конце 20-х годов вспышкой антимасонского движения, нашедшего благоприятную почву в политических условиях момента. Две партии боролись в это время в штате Нью-Йорк. Во главе их стояли кандидаты на губернаторский пост Дэвид Клинтон, ярый сторонник будущего президента республики Джонсона, и Уильям Рочестер, сторонник его главного конкурента Квинси Адамса. Как раз перед губернаторскими выборами 1826 года в одном из западных графств Нью-Йорка случилось событие, всполошившее все местное население. Бесследно пропал некий Уильям Морган, только что выкупленный своими друзьями из долговой тюрьмы в местечке Канандайгви. Так как пропавший поссорился с местными масонами и готовился опубликовать в печати их пароли и тайны, то немедленно возникло предположение, что он убит именно ими. Образовались добровольные комитеты наблюдения, поднялась агитация в печати, возник формальный процесс против группы местных масонов. Следствие установило, что лица, освободившие Моргана из тюрьмы, были действительно членами масонской ложи, и что они отвезли его к Ниагарскому форту, где он и жил некоторое время спрятанный в пустом амбаре. Дальше показания расходились. Обвиняемые утверждали, что они спрятали Моргана и затем тайно перевезли его в Канаду с его собственного согласия, так как он хотел отделаться от соиздателей иллюстраций масонства. Так называлась готовившаяся к печати книга Моргана. Свидетели же обвинения уверяли, что Моргана схватили насильно и что он погиб в Ниагаре, куда его бросили скованным цепью. Труп Моргана искали все лето по дну Ниагары и озера Онтарио, но поиски оказались безрезультатными. Факт убийства Моргана так и не удалось установить. В январе 1827 года обвиняемые были приговорены к тюрьме за насильственное держание человека в заперти и тайный увоз за границу. Общественное возбуждение на этом, однако, не остановилось. Агитация против масонов продолжала расти и принимала политический характер, так как противники Клинтона, только что победившего своего соперника на губернаторских выборах, старались использовать дело Моргана в партийных целях.
В газетных статьях, памфлетах, в публичных речах они утверждали, что убийство, ибо продолжали говорить об убийстве, является делом не местных масонов, а всей масонской организации, и что главным вдохновителем его был никто иной, как сам губернатор Клинтон, гроссмейстер Нью-Йоркской Великой Ложи и член главного капитула высших масонских степеней. Появились нелепые и чудовищные слухи о масонских обрядах, клятвах и преступлениях, тем более легко принимавшиеся на веру, что до сих пор большинство провинциального населения ничего о масонах не слыхало и вовсе ими не интересовалось. В октябре следующего года к священному изобличению масонов в озере Онтарио в 40 милях от места предполагаемого убийства было найдено, наконец, и тело Моргана. Так как оно оказалось, однако, телом утонувшего во время бури канадца Тимофея Мунро, то его предали погребению, не давая делу дальнейшего хода. Тогда поднялась агитация против судей и экспертов, якобы подкупленных масонами. Тело утопленника пришлось выкапывать из могилы, и только категорические заявления вдовы Мунро, опознавшей труп мужа, положило конец дальнейшим в этом направлении толкам. Антимасонское движение, первоначально возникшее в 2 западных графствах штата Нью-Йорк, быстро распространилось по всей западной части штата. Когда на парламентских выборах 1827 года антимасоны выступили в качестве отдельной партии с требованиями устранения масонов со всех общественных и административных постов, они имели неожиданно огромный успех и собрали большинство в 5 графствах. Движение распространилось и дальше, переходя постепенно границы штата. Успехи движения вызвали панику в масонских рядах. Дорожившие политической карьерой спешили покинуть масонские ложи. Некоторые и сами принимались изобличать масонские тайны и увеличивать обвинительный багаж антимасонства. Отступничество отдельных лиц перешло затем в повальное бегство, и ложи закрывались одна за другой. В западных графствах Нью-Йорка масонство на некоторое время исчезло совершенно и почти исчезло в остальных частях штата. Принципы масонской организации были объявлены губительными для политического равенства, опасными для свободного государства и враждебными правосудию. При всем своем бурном и решительном характере антимасонское движение 20-х годов оставило на внутреннем развитии и внешних успехах американского масонства лишь очень неглубокий и временный след. Паника скоро прошла, и уже в 1832 году массачусетские масоны освящали в Бостоне свой первый масонский храм. Даже в Нью-Йорке, где потери масонства были особенно чувствительны, братья скоро оправились от ударов. Великая ложа Нью-Йорка сделалась самой значительной из американских лож, как по числу подчиненных ей частных лож, так и по числу их членов и размеру территории. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео, а еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!